Легенда о троллях и фьордах Бергена. Согласно древним преданиям, в горах и лесах, окружающих Берген, когда-то обитали тролли, мистические существа, известные своей огромной силой и хитростью. Эти тролли были стражами природных богатств, таких как леса, горы, реки и плодородные земли. Существа отличались упрямством и мудростью, и многие местные жители верили, что они могут принимать разные обличия, от грозных гигантов до милых зверюшек, способных обмануть человека. С каждым годом Берген становился все более процветающим городом. Люди начали осваивать окрестные земли, вырубая леса, строя новые дома. Все это не могло не вызвать недовольства троллей, которые считали себя хранителями этих мест. Они наблюдали за действием людей и постепенно накапливали гнев. Ведь люди не только разрушали природу, но и не уважали духов леса. Однажды ночью, когда луна ярко светила на небе, тролли собрали свой совет под покровом тьмы. В их планах было наказать жителей Бергена. Они решили использовать свои силы, чтобы напугать людей, заставить их покинуть земли и вернуться к уважению природы. Тролли сговорились, и их глаза светились желанием мести. Когда солнце начало подниматься над горизонтом, тролли не успели вовремя спрятаться. С первым солнечным светом их могучие тела начали превращаться в камни. Так на горах и фьордах Бергена появились характерные каменные образования, которые мы можем видеть и сегодня. Эти величинные скалы, горные пики, как говорят, это замороженные тролли, которые остались в своих каменных обликах, чтобы навсегда помнить о своей неудачной попытке отвадить людей от своих территорий. С тех пор жители Бергена начали относиться к троллям с уважением и осторожностью. Они стали считать их духами гор и лесов, которые не прощают тех, кто нарушает закон природы. Люди часто оставляют угощения, хлеб, молоко и другие лакомства на краю леса или у подножья гор, надеясь задобрить тролли и избежать их гнева. Это стало местной традицией, символизирующей взаимное уважение между людьми и духами природы. Говорят, что в особенно тихие и ясные ночи, когда светит луна, можно услышать шепот троллей, обсуждающих события прошлого. Некоторые смельчаки даже пытались искать троллей, веря, что смогут найти их в заброшенных местах и узнать их секреты. Однако большинство людей знали, лучше оставить троллей в покое и не пытаться нарушать их покой. Эта легенда о троллях Бергена передает важные уроки о гармонии с природой, уважении к окружающему миру, традициям, которые являются неотъемлемой частью норвежской культуры. История о троллях напоминает, что человек должен заботиться о земле, уважая ее обитателей, и помнить о тех, кто был здесь до него. Благодарю вас за то, что вас хватило сил досмотреть до конца. Подпишитесь и не пропустите новые выпуски с новыми легендами и историями разных городов.